Если я скажу тебе, что один из самых опасных математических текстов древности лежал под молитвами почти 1000 лет, ты бы поверил. Потому что с Архимедом случилось именно это. Его не просто читали мало, его метод буквально исчез из живой науки на 2000 лет. И вопрос здесь не только в том, кто спрятал рукописи. Вопрос в том, почему целые цивилизации оказывались не готовы к такой математике. Архимед жил в 3 веке до нашей эры. Примерно между 287 и 212 годами до нашей эры. Он работал в Сиракузах, но учился в интеллектуальном мире Александрии. Для большинства греков геометрия была языком доказательства. Для Архимеда она была еще и языком мощности. Он искал не просто красивые истины, а способы управлять весом, объемом и движением. Представь себя на месте античного правителя. У тебя в городе есть человек, который превращает абстрактный чертеж в реальную машину. Он считает площади, строит спирали и одновременно проектирует оборону гавани. В такой момент математика перестает быть безобидной роскошью. Она начинает пахнуть властью. Именно поэтому вокруг Архимеда так рано возник ореол почти запретного знания. Не потому, что он был магом, а потому, что его идеи слишком хорошо работали в реальном мире. А теперь добавь к этому факт, что с Римом воевал город, который защищал один математик. Для античного слуха это уже звучало почти ненормально. Архимед гордился трактатом о шаре и цилиндре настолько, что просил выгравировать эти фигуры на своей гробнице. Для него это был не просто учебный текст. Это было доказательство того, что форму можно подчинить числу. В трактате о спиралях он исследовал кривую, которая и сегодня выглядит современно. В исчислении песчинок он спокойно работал с числами, которые для большинства античных авторов были почти немыслимы. А в трактате «Метод», который мир полноценно прочитал только через палимпсест, он делал еще более опасный шаг. Он приходил к результату через механические аналогии, а потом уже упаковывал их в строгую геометрию. По сути, он сначала находил ответ, а затем строил допустимый язык доказательства. Для консервативной математической культуры это был почти вызов. Архимед будто показывал внутреннюю кухню открытия. Он не скрывал, что мысль может идти через модель, баланс и мысленный эксперимент. Позже именно эта честность сделает метод одной из самых неудобных и самых современных рукописей античности. Потому что она слишком явно показывает, как рождается знание, и слишком сильно напоминает будущее идей интегрирования и бесконечно малых. Конечно, Архимед не писал языком Ньютона, но историки математики давно видят в его приемах раннюю предысторию анализа. Он мысленно разрезал тела на тонкие слои и сравнивал их через равновесие. Для 3 века до нашей эры это было почти неприлично сильно. Особенно если помнить, что большая часть мира еще не имела языка, чтобы это даже обсудить. Именно поэтому его рукописи позже будут казаться не просто сложными, а почти чужими своей эпохе. У Архимеда не было алгебраической записи в современном виде. Его имя античные авторы связали с обороной Сиракуз в 214-212 годах до нашей эры, в разгар Второй Пунической войны. Плутарх в жизнеописании Марцелла и Ливий в истории Рима описывали машины, которые сбрасывали камни, ломали штурм и держали флот на дистанции. Историки спорят о деталях, но не о главном. Инженерный эффект в осаде был реальным и психологически разрушительным. Римляне столкнулись с математикой, которая умела убивать и срывать штурм на расстоянии. Именно после этого чертеж перестает быть просто чертежом. Он становится стратегическим активом. А знания, которое дает военное превосходство, очень быстро начинают охранять. Но самый надежный способ запретить знание – это потерять его носитель. Архимед умер во время падения Сиракуз. Легенда говорит, что солдат убил его, пока ученый был занят чертежом. Даже если история украшена, смысл в ней точен. Между войной и геометрией война почти всегда побеждает. После смерти Архимеда началась другая битва. Не за города, а за переписчиков. Античная наука жила только пока ее копировали вручную. Любой трактат существовал ровно столько, сколько существовала к нему воля. Если текст не переписали, он умирал. Папирус старел, чернила блекли. Библиотеки горели, тонули, распадались на частные собрания. И каждая такая потеря вырезала кусок памяти.
До нас дошли не все книги Архимеда, а только те, кому повезло пережить цепочку случайных спасений. Уже это превращало его идеи в нечто почти недоступное. Но была и вторая проблема. Архимед писал для подготовленного читателя. Его тексты не объясняли себя новичку. Они требовали школы, языка и терпения. Когда уровень математической культуры падал, тексты становились немыми. Их могли уважать и при этом не понимать. А непонятную книгу переписывают последней. Сначала сохраняют богословие, потом право, потом риторику. Сложная геометрия почти всегда проигрывает борьбу за место на полке. Так запрет иногда выглядит как экономия пергамента. Никто не говорит не читать Архимеда. Просто на него не хватает рук и денег. Для поздней античности это было смертельно. Центры обучения сужались. Горизонт знаний дробился, сложная математика становилась роскошью. А роскошь редко выживает в эпохе кризиса. Вот почему первая настоящая цензура Архимеда была не идеологической. Она была инфраструктурной. Но у мифа была и институциональная почва, а не только легенды о тайном знании. После поздней античности сеть школ и библиотек сузилась, а приоритеты книжного копирования резко изменились. Богословские тексты переписывали массово, тогда как сложные технические трактаты часто оставались без новых копий. И это работало как мягкий запрет без указа. Не переписал, значит, фактически уничтожил для следующего поколения. Сам Палимпсест, насколько известно, сохранил византийскую копию Архимеда X века, а поверх нее в XIII веке нанесли Евхологий, то есть молитвенную книгу. Это важно. Между Архимедом III века до нашей эры и нами уже стояла длинная цепочка поздних переписываний. Мы читаем не автограф Архимеда, а очень позднее эхо его мысли. При этом официального церковного запрета на Архимеда историки не знают. Работал не указ, а фильтр приоритетов. Что копировать, чему учить, на что тратить пергамент. Для монастыря молитвенник почти всегда был нужнее сложной геометрии. И в этом смысле судьба рукописи решала не мистика, а экономика книжного мира. И скрывали методы, похожие на интеллектуальную алхимию. Для человека без подготовки такие страницы действительно могли казаться запретными. Круги, сечения, подписи, доказательства без пояснений. Будто шифр для посвященных. Этот эффект усиливал миф. Если текст понимают единицы, остальные начинают верить, что так и задумано. Потом произошло то, что делает эту историю почти кинематографичной. Один из важнейших кодексов Архимеда, вероятно, византийская копия X века, пустили под переработку. Старый текст соскоблили, страницы сложили заново и превратили их в Евхологий XIII века. То есть величайшую математику античности буквально спрятали внутри богослужебного текста. Так родился знаменитый Палимпсест Архимеда. Для переписчика это мог быть просто рациональный выбор дорогого пергамента. Для истории науки это выглядит как исчезновение целого интеллектуального континента. Формулы уступили место литургии. Геометрия стала подложкой для благочестия. И все же именно в этом унижении текст уцелел. Если бы кодекс просто сгнил или сгорел, мир не вернул бы метод вообще. Поэтому Палимпсест одновременно уничтожил Архимеда и спас его. В этом парадокс всей истории. Запрет не всегда отделим от сохранения. Иногда рукопись прячут так глубоко, что она переживает эпоху. Но пока она спрятана, мир живет без нее. 2000 лет Европа знала Архимеда фрагментарно. Гений был известен, полный масштаб его метода нет. И именно отсутствие чертежей подпитывало миф о знании, которое будто бы нельзя было вернуть. Возвращение Архимеда началось, когда датский филолог Йохан Хайбер в 1906 году распознал под молитвами стершийся греческий научный текст. Он успел сделать фотографии и первые публикации, но тогдашняя техника не могла поднять весь скрытый слой рукописи. Новый прорыв произошел после аукциона Кристис в 1998 году, когда Палимпсест попал в масштабный исследовательский проект. В 2000-х в Walters Art Museum применили мультиспектральную съемку, рентген и цифровую реконструкцию для чтения невидимых фрагментов. Под верхним литургическим слоем вновь проявились метод, стомахион и другие утерянные части архимедовской традиции. То есть наука буквально вернула кусок его мышления спустя почти 2000 лет задержки.
И это не красивая легенда, а документированный факт истории науки с публикациями и изображениями страниц. Обычным глазом многие строки были почти мертвы, но современная съемка изменила правила. Ультрафиолет, мультиспектральная обработка и цифровая реконструкция вернули утраченное. Перед исследователями проступил не просто старый текст, проступил другой Архимед, тот, которого Средневековье почти не видело. Именно здесь заново всплыл метод. Именно здесь зазвучали идеи, слишком ранние для своей эпохи. Выяснилось, что Архимед работал с бесконечно малыми еще смелее, чем думали. Он пользовался механическими аналогиями как инструментом открытия. Он рассматривал фигуры через балансы разрезания. Он подходил к площади и объему так, будто уже слышит ритм будущего анализа. Для историков математики это было потрясением, потому что речь шла не о красивой утраченной легенде. Речь шла о реально исчезнувшем шаге в истории мысли. Если бы эти страницы не исчезли, траектория европейской математики могла выглядеть иначе. Возможно, нет мгновенной революции, но язык для нее появился бы раньше. И тогда 2000-летний перерыв перестает быть нейтральной случайностью. Тогда 2000-летний разрыв выглядит не случайностью, а исторической ценой утраченной передачи методов. И здесь миф о запрете снова набирает силу. Не потому, что найден один царский указ с печатью, а потому, что доступ к ключевому методу фактически исчез для целых эпох. Когда знание формально существует, но не работает в образовании и инженерии, это почти эквивалент запрета. Особенно если прочитать текст удается только с помощью лабораторных технологий 21 века. Картина кажется мистической, но механизм у нее исторический и материальный. Чтобы снова услышать Архимеда, понадобились камеры, спектры и вычисления, которых он сам не мог бы представить. И это усилило ощущение, будто его мысли были опечатаны до правильного времени. Но историк обязан быть осторожнее мифа. Архимеда не держали в подземелье. Его просто слишком долго не могли прочитать. Но давай честно, почему нам так нравится именно слово «запрет»? Потому что оно звучит сильнее, чем рассказ о переписчиках, дефиците пергамента, падении школы, селекции текстов. Но в случае Архимеда это слово не совсем ложь. Если метод веками недоступен почти никому, для культуры он действительно работает как запретный. Но миф улавливает важное чувство. Эти страницы действительно будто не подпускали к себе эпохи. Они пережили империю, монастырь, аукционы, повреждения и только потом снова заговорили. Для зрителя это выглядит как древняя печать. Для историка это выглядит как цепочка материальных фильтров. И все же вопрос остается: почему именно Архимед так тревожит воображение? Потому что он стоял на границе математики и власти. Он показывал, что абстракция может менять материальный мир. Что чертеж — это не украшение мысли, а форма управления реальностью. Рычаг, объем, равновесие, траектория — все это звучит спокойно, пока не становится техникой. А когда становится техникой, знание быстро обрастает охраной. Так было в античности. Так было в раннем новом времени. Так происходит и сегодня с любой наукой двойного назначения. Поэтому история Архимеда современнее, чем кажется. Мы по-прежнему делим знания на безопасные и опасные. Мы по-прежнему скрываем методы за статусом, ценой доступа и профессиональным языком. Мы по-прежнему умеем запрещать без официального запрета. Достаточно усложнить вход и сузить круг тех, кто умеет читать. В этом смысле чертежи Архимеда были запретными все 2000 лет. Не по закону, а по факту доступа. Их слишком трудно было сохранить, понять и вернуть в работу. И когда они наконец вернулись, оказалось, что пропала не просто книга, пропало возможное будущее математики. Вот почему арифметика Архимеда кажется арифметикой богов. Не потому, что она сверхъестественна, а потому, что люди слишком долго смотрели на нее снизу, не умея подняться на ее высоту. Его чертежи не прокляли. Их просто оставили за дверью, ключ к которой мир потерял почти на 2000 лет. А когда ключ нашелся, стало ясно: за этой дверью лежал один из самых ранних черновиков современного мышления. И именно это делает историю Архимеда такой опасной и такой великой,